Утро в лобби отеля «Гранд Лейк» на набережной Чикаго было необычно глухим. Даже эхо шагов гасло в толстых коврах. Маргарита, 32-летняя уборщица, заметила, что ни одна из ее коллег не болтала, как обычно. Атмосфера была напряженной, что-то случилось. Она вытирала пыль с мраморного стола возле лифтов, когда громкий голос пронесся по холлу. Незнакомец что-то резко произнес на немецком, вызывая замешательство среди персонала. Два администратора застыли в растерянности. Это был Генри Мюллер, немецкий бизнесмен, владелец нескольких международных фондов. Он прилетел на закрытую встречу с инвесторами и говорил только по-немецки. Маргарита, окончившая когда-то университет в Гейдельберге, но вынужденная бросить образование и вернуться в США из-за болезни матери, все это услышала. Она не говорила по-немецки 8 лет. Но язык не навык, а часть нее. Сбросив тряпку, она сделала шаг вперед. Простой вопрос о том, не хочет ли он чаю с корицей, сказанный по-немецки, изменил все. Мюллер сначала прищурился, потом широко улыбнулся. Он был поражен. Вскоре она уже сидела рядом с ним, помогая разобраться в программе встреч. Управляющий, увидев, что Мюллер явно доверяет ей, официально назначил Маргариту его переводчиком. Временное решение, говорили все, но она знала, для нее это был шанс. Коллеги шептались, многие были недовольны. Особенно Харви, ее начальник, привыкший давать ей указания. Внутри него копилась злость, он подал жалобу. Однажды утром Маргарита обнаружила, что ее пропуск в конференц-зону больше не работает. «Ваше присутствие больше не требуется», — сообщили ей на ресепшене. Ее заменили на профессионального переводчика. Формально. Но она знала, что за этим стоит Харви. Мюллер узнал об этом и настаивал. Без Маргариты он отказывается от участия. Управляющий оказался между двух огней, началось внутреннее расследование. Ее обвиняли в личных отношениях с гостем, в нарушении субординации. Но все, что она сделала, говорила, когда никто другой не мог. В одной из последних встреч, в небольшом зимнем саду отеля, Мюллер предложил ей должность координатора по межкультурным связям в своем новом проекте в Лос-Анджелесе. Медицинская страховка, достойная зарплата, возможность учебы. Она колебалась, но вечером получила сообщение от сестры. Матери срочно требовалась дорогостоящая терапия. Маргарита приняла предложение, но попросила остаться на неделю, передать дела, обучить нового сотрудника. Ее уход стал не просто сменой работы, это было завершение одного этапа и начало нового. На последней внутренней встрече, где разбирали жалобу Харви, она сказала просто: «Я не флиртовала. Я говорила на языке, который знала. И если вы хотите уволить меня за это, увольте. Но я уйду с поднятой головой». Тишина в отеле после ее слов была ощутимой. Никто не аплодировал, но все поняли, она ушла не как уборщица, а как женщина, которая сама выбрала свое место. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.